Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю шоколадный торт как брауни на сковороде. Влажный и очень нежный. Все ингредиенты просто смешиваю венчиком и выпекаю под крышкой на плите. Торт получается такой сочный, нежный, с насыщенным шоколадным вкусом, почти как у брауни. Глазурь делает его особенно мягким и вкусным. Отличный вариант, когда хочется десерт без духовки. Все быстро, просто и очень вкусно. Для приготовления теста мне понадобится разбиваю в миску 2 яйца крупного размера. Вес яйца со скорлупой примерно 68-70 граммов. Добавляю щепотку соли, всыпаю сахар. Перемешиваю венчиком. Ничего сильно взбивать не надо. Для рецепта лучше использовать все ингредиенты комнатной температуры. Вливаю молоко. Растительное масло без запаха. Просеиваю муку, какао и разрыхлитель. Перемешиваю венчиком до однородности. Тесто здесь получается не очень густое. Вот такая консистенция. Забыла добавить экстракт ванили, добавляю 1 чайную ложку. Можно использовать и ванильный сахар. Перемешиваю. И тесто готово. И сегодня пирог готовлю на сковороде. Лучше всего использовать сковородку с толстым дном и хорошим покрытием. Но сверху я еще выкладываю все равно пергаментную бумагу. Слегка смажу ее растительным маслом, чтобы, конечно, ничего не прилипло. Также слегка промазываю бортики сковородки. Выливаю тесто. Тесто получается жидкое, и оно очень легко все распределяется ровным слоем. Включаю плиту на минимальный нагрев. Сверху закрываю крышкой. И у меня здесь в крышке есть отверстие для выхода пара. Я его закрыла салфеткой. И сейчас я готовлю пирог на небольшом огне под закрытой крышкой примерно 30-35 минут. Смотрим, чтобы сверху фактически не было сырого теста. Периодически поднимаем крышку и вытираем конденсат. У меня прошло примерно 35 минут. Снова вытираю конденсат и проверяю тесто. Как видите, оно еще сверху слегка сырое, но уже фактически по краям оно пропеклось. Сейчас мой пирог я переверну. Для этого я взяла еще 1 кусок пергаментной бумаги. Вот так сверху накрываю тесто. Сверху аккуратно накрываю тарелкой и быстрым движением переворачиваю. Возвращаю мой пирог обратно в сковороду. Аккуратно подправляю лопаткой края. И вот эту пергаментную бумагу я снимаю. Закрываю все еще крышкой и готовлю мой пирог еще примерно 5-7 минут под закрытой крышкой. Все готово. Посмотрите, какой красавец получился. Обязательно проверяем готовность деревянной шпажкой. Достаю пирог из сковороды. Накрываю тарелкой. Переворачиваю. Снимаю пергаментную бумагу. Вот такой пышный красавец на сковороде получился. Сверху я пирог полью шоколадной глазурью. Здесь у меня 100 граммов шоколада черного. Добавляю столовую ложку растительного масла без запаха. И все прогрею в микроволновке короткими импульсами. Каждый раз буду хорошо перемешивать, чтобы шоколад не свернулся.
Шоколад фактически весь растопился. Я сейчас его просто оставлю постоять, и эти кусочки расплавятся сами. Мой корж я еще раз перевернула, эта сторона мне нравится больше. И есть такая одна небольшая хитрость. Чтобы убрать крошки и они не попадались в шоколадной глазури, можно смазать сверху корж джемом. Я промазываю его просто абрикосовым джемом, буквально 1 столовой ложкой. Можно использовать любой джем. Кстати, таким образом промазываю джемом пражский торт. Тоже очень похож на корж для торта Прага. Он такой же сочный и нежный. Выливаю сверху шоколадную глазурь. Можно покрыть глазурью и верх, и бока, как вам больше нравится. Я сделаю такие небольшие подтеки. Я даже не буду дожидаться, когда полностью застынет глазурь. Разрежу пирог и покажу, какой он получился внутри. Он просто сама нежность. Мега шоколадный, очень вкусный. Этот пирог получается фактически как настоящий торт. Очень сочный, влажный и вкусный. Никогда не скажешь, что приготовлен он на сковороде. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!